Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадный ПП-медовик. Очень вкусные шоколадные коржи, потрясающий крем по вкусу как сливочно-сметанный и хрустящая обсыпка. Все это отлично сочетается в этом торте. И, как всегда, прекрасное соотношение КБ-ЖУ. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт вкусного шоколадного кекса из простых ингредиентов. Такой кекс богат белком. Готовится он очень легко, мягкий и очень шоколадный. Ссылка в описании под видео. В сотейнике с толстым дном соединяем 20 грамм масла ги. Можно использовать также топленое, кокосовое или какао-масло. Добавляем к нему 60 грамм меда и 2 яйца. Отправляем эти ингредиенты на слабый огонь и тщательно помешиваем. Кипятить, конечно, не надо, яйца не должны завариться. Нужно хорошо прогреть смесь до растворения. Если у вас нет сотейника с толстым дном, лучше использовать водяную баню. Когда все ингредиенты полностью объединились, добавляем в горячую смесь 1 чайную ложку соды без горки и тщательно перемешиваем. Масса на глазах начинает светлеть, пениться и увеличиваться в объеме. Снимаем сотейник с огня и добавляем 60 грамм йогурта, 180 грамм пшеничной цельнозерновой муки и 20 грамм какао. Сразу тщательно перемешиваем. Если вы любите послаще, то сюда же можно добавить немного подсластителя. Получается довольно густое тесто. Оно пока жидковато для раскатки, но после охлаждения станет плотнее. Упаковываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут. Когда тесто немного застыло, можно ощутить его консистенцию. Скорее всего, оно у вас так же, как и у меня, еще липнет к рукам. В этом случае добавляем понемногу муку. И вымешиваем до тех пор, пока тесто станет не липким. Дело в том, что цельнозерновая мука разных производителей может существенно отличаться по степени помола, влажности и, соответственно, по возможности впитывания влаги. Поэтому вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки, чем мне. Я добавила 25 грамм муки, суммарно получилось 205 грамм муки в тесте. Как только вы чувствуете, что тесто не липнет к рукам, значит больше добавлять муку не стоит, чтобы не переборщить. Оно все еще мягкое и очень пластичное, но уже не липкое, а значит поддается раскатке. Отделяем небольшую часть теста и тонко раскатываем его. Желательно это сделать сразу на антипригарном коврике или бумаге для выпечки. Очень тонко, у меня получилось примерно 1,5 мм. С помощью кольца или любого круглого предмета вырезаем круг диаметром 16 см. И если позволяет противень, здесь же можно раскатать и второй корж. Вес теста для одного коржа у меня 60 грамм. В идеале не забудьте проткнуть коржи вилкой. Я почему-то при съемке видео всегда забываю это сделать. И перекладываем коврик на противень. Если у вас 2 противня, то сразу раскатываем тесто для второго. Можно раскатать большой пласт и уже из него вырезать коржи. Выпекаем в разогретой до 170 градусов Цельсия духовке около 7-10 минут. В середине выпечки желательно поменять противни местами, чтобы коржи более равномерно пропеклись. Это тесто рассчитано на 6 коржей диаметром 16 см и еще один корж побольше для обсыпки. Его просто тонко раскатываем без какой-либо формы и выпекаем до готовности, а потом оставляем сушиться в теплой духовке. Если у вас есть конвекция, то используйте ее. Готовые коржи должны хорошо подняться. Они мягкие и немного гнутся, то есть не должны быть пересушены. Если вы не планируете сразу собирать торт, то обязательно упакуйте коржи в пищевую пленку и храните в холодильнике. Крем готовится очень легко. Нам понадобится 600 грамм мягкого творога. С него обязательно нужно слить лишнюю жидкость, которая обычно бывает в баночке. Добавляем 120 грамм нежидкого йогурта и 25 грамм подсластителя.
Размешиваем. Йогурт содержит больше влаги, чем мягкий творог, и поможет лучше пропитать медовик. Вместо йогурта можно использовать мед или сироп. В этом случае подсластитель не понадобится. Мед, конечно, придаст торту еще большую медовость. Единственное, густой мед будет сложно промешать в холодных продуктах, поэтому сначала смешайте его с частью творога, а потом добавьте в общую массу. И по желанию можно добавить в крем немного сухого молока. Это не обязательно, но сухое молоко придаст торту более сливочный вкус, а крем станет похож на сливочно-сметанный. Я добавила 25 грамм. Если у вас комочки в сухом молоке, то постарайтесь сразу разбить их, не вмешивая в основную массу. Тщательно размешиваем до однородности. Получается мягкий крем консистенции жидкой сметаны. Собираем торт обязательно в кольце. Подойдет тоже кольцо диаметром 16 см. Внутри кольцо застелено пищевой пленкой. Выкладываем немного крема на подложку, первый корж и 120 грамм крема потребуется на каждый корж. Это довольно много. Вам может показаться, что крем жидковат, но если его консистенция как на видео, то смело наносите такое же количество на каждый корж. Лишняя влага пропитает коржи, а наш медовик будет очень мягким и нежным. Распределяем крем. Выкладываем второй корж и хорошо его прижимаем, чтобы корж и крем крепко соединились между собой. Точно так же собираем весь торт. На верхний корж тоже обязательно наносим слой крема. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8-12 часов. Оставшийся большой корж я подсушила, он легко ломается. Перекладываем его в блендер и измельчаем в крошку. Можно оставить мелкие кусочки в крошке, как вам больше нравится. Когда торт настоялся, освобождаем его от кольца и ацетатной ленты. Он хорошо пропитался и теперь прекрасно держит форму. Обсыпаем его шоколадной крошкой. Удобно это делать над противнем, так как крошка неизбежно будет осыпаться в процессе. Мне кажется, по-своему красиво и когда крошка очень мелкая, и когда остаются крупные кусочки. У меня на канале уже есть рецепт медовика, обсыпанного крупной крошкой. Оставшуюся крошку я посыпаю сверху. Она не будет лишней. Это очень вкусно, хрустящая посыпка на нежном торте. Вот такой шоколадный медовик у нас получился. Давайте его разрежем. Мягкий и податливый. Чувствуется, что хорошо пропитался. Вот такой простой и аппетитный разрез. Очень вкусные шоколадно-медовые коржи. Потрясающий нежный крем и слегка хрустящая обсыпка. Все это прекрасно объединено в одном торте и очень гармонично сочетается по вкусу. Готовьте с удовольствием и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!